Когда дети выросли и, как говорится, вылетели из семейного гнезда, мы с женой Марией остались жить одни в нашем доме. Сыновья уехали учиться в город, после окончания учебы начали работать, обзавелись семьями и стали жить совершенно самостоятельно. Даже нам с женой помогали, когда мы решили стать фермерами. Мы были еще вполне молоды и полны сил. Наша деревня находилась в очень красивом месте, почти со всех сторон окруженная лесом. Занялись мы разведением коз самых различных пород, снабжали козьим молоком и сыром все окрестности. Я часто ездил по ярмаркам, знакомился с другими фермерами, делился опытом. Фермера, приезжающие из других городов, часто просили поделиться секретом, почему у нас такие вкусные молоко и сыр. А мы ничего не скрывали и с удовольствием говорили, что просто очень любим свое дело, своих животных, а еще мы любим людей, для которых стараемся делать все самое вкусное. Вот и весь секрет. Продукция наша уже славилась не только в нашей области, но и во всем регионе. Стало появляться много заказов. Нужно было расширять производство. Сыновья помогли взять кредит в банке. На эти деньги построили новый теплый загон для животных и увеличили поголовье. Летом нанимали работников косить траву и заготавливать сено на зимний период. В общем, все шло хорошо, пока одним ранним утром не произошло нечто необъяснимое. Придя на утреннюю дойку, мы с женой обнаружили, что несколько небольших бидонов с молоком опрокинуты. Пластмассовые крышки погрызаны и разбросаны. Было такое ощущение, что молоко специально разливали на пол. Осмотрев внимательно все помещение, мы не нашли никаких следов проникновения. Этот странный сценарий повторялся еще пару дней. Мы с женой посовещались и решили, что нужно устроить засаду, чтобы узнать, кто наводит свои порядки у нас на ферме. На дворе стояло жаркое лето, ночи были теплые, поэтому можно было устроить засаду прямо под открытым небом. Я соорудил лежанку между двумя кустами, накрыл кусты маскировочной сеткой, взял с собой воды и немного еды, на случай, если придется всю ночь тут просидеть. Удобно устроившись в своей засаде, я стал ждать. Ближе к утру, когда я уже потерял бдительность и стал дремать, послышалось какое-то нервное возбуждение в загоне с козами. Я насторожился, и вдруг из предрассветной зари со стороны леса показались две желтые точки, которые стали приближаться к амбару, где хранилось молоко после вечерней дойки. В свете фонаря появилась фигура рыси. Рыжая красавица с черными пятнами, коротким черным хвостом и забавными кисточками на ушах. Она несла в зубах своего маленького котенка. Кошка обошла вокруг амбара и скрылась за углом там, где ее не было видно. Как она проникает внутрь, я так и не понял. Потом в помещении послышались звуки. Было понятно, что животное опрокинуло бидон с молоком. Сидел я в своем укрытии в полном замешательстве. А что делать? Прогнать ее? Но у меня с собой не было никакого оружия. Рысь — опасное животное, и лучше с ней в открытую схватку не вступать. Я дождался, когда ночная гостья уйдет сама. Рысь ушла так же, как и появилась, обошла вокруг амбара с рысенком в зубах и скрылась в лесу. Я поспешил домой, чтобы рассказать Марии о ночном происшествии. Жена моя была женщина добрая, заботливая и очень мудрая. Поскольку рысь, как и любое дикое животное, боится людей и не желает встречи с ними, то здесь явно что-то не так, предположила Мария. Она рискует своей жизнью и жизнью своего детеныша, приходя к человеческому жилью. Рысь приходит за молоком, значит, ей нечем кормить своего ребенка. Либо у нее мало молока, либо его совсем нет. А знаешь, сказала жена, чтобы она не разоряла наш амбар, не портила продукты и не пугала коз, давай вечером будем наливать ей молоко в миску
и оставлять на улице возле амбара. Так и сделали. Жена вечером подоила коз, налила молока в 2 миски и оставила угощение для лесной кошки. Но я все-таки решил проследить еще раз, убедиться, что все сработает. Все повторилось в точности, как прошлой ночью, только теперь рысь и ее детеныш с удовольствием лакали молоко, каждый из своей миски. С тех пор каждый вечер мы оставляли угощение для наших подопечных, а утром обнаруживали 2 пустые миски. Но со временем посещения стали реже, а потом и вовсе прекратились. Видимо, рысенок подрос и перешел на мышек, птичек и другую живность, которую его научила ловить мать. Наступила осень, пришла грибная и ягодная пора. Жена стала по утрам уходить в лес. Там она хорошо знала все грибные и ягодные места. Тем утром она предупредила меня, что пойдет на дальний участок. Ушла жена очень рано, но к тому времени, когда должна была вернуться, не пришла. Я заволновался. Надо было идти искать. Сердце предательски ёкнуло, и я почувствовал, что с ней что-то случилось. Бежать по деревне просить помощи не было времени. Я всегда привык рассчитывать только на себя. Быстро взял с собой еды, воды, нож, веревку и двинулся по знакомому маршруту. Идя по дороге, которая уходила вглубь леса и вела к тому участку, я заметил след от машины, которая здесь проезжала не так давно. Это меня удивило, ведь чужих в наших глухих местах не было. От таких мыслей только хуже становилось. Сердце еще сильнее забилось. Я стал звать жену. Кричал, свистел, шумел, но никто мне не отвечал и не откликался. Каждый куст и каждый шорох вселяли в меня надежду, но все было зря. Я шел по дороге, погруженный в свои мысли, и даже не заметил, как на тропу вышла рысь. Она сидела неподвижно и даже не испугалась при моем приближении. Она как будто ждала меня. Я удивился. Странная картина. И вдруг я вспомнил про дикую кошку с рысенком, которых мы подкармливали некоторое время назад. Я понял, что это и есть мама рысенка. Когда я подошел ближе, кошка повернулась и пошла впереди меня. Потом опять остановилась и встала, явно поджидая, когда я ее догоню. Так мы и шли несколько минут. Я понял, что рысь меня куда-то ведет. Через несколько минут она свернула с привычной дороги и углубилась в лес. Вела она меня через кусты, ветки и поваленные деревья. Спустя какое-то время она остановилась на краю неглубокой ямы, заросшей высокой травой и кустарником. Я заглянул туда. На дне лежала моя жена, а рядом с ней сидел рысенок. Он как будто охранял ее. Нога жены попала в капкан. Она потеряла много крови и была без сознания. Я попытался привести ее в чувство, но ничего не получалось. Вот значит, какая машина проехала здесь утром. Проанализировав, я понял, что это были браконьеры. Они устанавливали в лесу капканы. У этих людей нет никакой совести. Они даже не задумываются, что по лесу ходят не только дикие звери, но и люди. Срубив несколько тонких деревьев, я соорудил небольшие носилки, чтобы вытащить жену из ямы и дотащить до деревни, а там вызвать скорую помощь. Капкан снимать я не стал, побоялся, что могу только навредить. Путь обратно занял несколько часов. Самое сложное было аккуратно добраться до дороги через кусты, чтобы не навредить жене. Все это время рядом со мной была рысь с рысенком. Они шли за нами до самого конца леса. Я был очень благодарен этим великолепным кошкам за то, что они помогли мне найти мою любимую. Без них я бы не справился. Я мог ее не найти или могло быть уже поздно. Они всю дорогу сопровождали нас до того места, с которого виднелась наша деревня. Машина скорой помощи приехала быстро. Рана оказалась серьезной, но лечение антибиотиками сделало свое дело.
Мария поправилась. Оставалась только небольшая хромота, но главное, она жива, и мы по-прежнему вместе, а это самое важное. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас много интересных видео. До свидания.